Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Сергей Перемов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие мои земляки-киреевчане. Да? Вот мы с тобой не виделись 30 лет. Ну, так вот получилось, что вот 30 лет меня не было в Киреевске, и вдруг вот так получилось, что я в родном городе. То есть приехал. Да, то есть приехал. Мы с тобой виделись последний раз, наверное, в 85-м году, это когда я в армию уходил. Да, где-то так. Давай сыграем так. Машина времени у нас. Ты уехал у нас в 87 году. Сейчас появился 2018 год. 31 год. Ну, я в отпуск же приезжал первые года. Не, ну давай так, Да. проиграем. 31 год. 31 год. Что изменилось в Киреевске? Ну, в принципе, я вот как приехал, и не изменилось ничего, только добавились магазины. Машин много стало. И вот я вот приехал, еще снега не было, увидел дороги. Дороги мне очень, я не ожидал, потому что я сколько вот видел, бывали такие дырки в асфальте, заделывали кирпичом. Ну Я, это да. выставляли. Вот так. Реставрировали, да. Реставрировали. А сейчас я вот приятно удивлен. И люди такие дружелюбные все. То есть сравнение с Германией, дороги. Ну, Вот дороги, конечно, с Германией не сравнить дороги. Там, но сейчас более-менее хороший и порядок такой вот. Ни мусора нету, ничего. Это То есть отлично. за городом следят. За городом следят. Мне понравилось. Последняя фотография там у тебя, наверное, я ее стащил. Желудков стоит на мотоцикле. Невзоров. Да. И И я. это перекресток Горняков и Мира. и Мира. Это Вот это был вот какой-то праздник тогда. 1 мая, наверное. 1 мая перекрыли дорогу. Перекрыли наверное. дорогу. И вот. И то есть сравнить тогда и сейчас. Да, вот, конечно, две большие разницы. Тогда вот прям как ты смотришь так на дорогу, так это она пятнистая такая. От дырок, да? От дырок, да. А сейчас все отлично. Все Отлично. отлично стало, да. Ну, я знаю, что ты уже побывал везде. Да. Так, где можно быть. В гостях, поразговаривал с людьми. Ну что люди говорят, изменился город. Конечно. В лучшую изменился. сторону. В лучшую сторону, да. То есть новостройки, Вот последние вот эти 5 лет, вот я вот. То есть и, как сказать, судишь по фотографиям, видео, которые ты мы выставляем. Судил. А теперь я сам это увидел. Видел. Да. То есть город идет кверху. Да. Как говорится, поднимается. Не то, что там показывали дороги такие, а сейчас все получше. Теперь о магазинах. Но вот чем я удивлен, лучше, чем у нас. То есть Вкуснее, потому что вот это, ну как это выразить? Конечно, Германия колбасная страна, но там вот таких нет, ну какие тут. Вот я с удовольствием там холодец немцы не делают. студии. А у них Или зюльц холодное. называется, у них зюльц. Зюльц. У немцев зюльц называется. Это у но нас не как такой. зельц. Как холодец, ну студень. Ну, студии. Холодный. Холодное. Да, холодный. А зельц? Зельц это немножко по-другому. Туда добавляется еще уксус и такие сладко-соленые огурчики. Но у него совсем другой вкус. Да. вкус. То есть, Вот. Из шмоток, это вообще, вот, я То есть? был в Туле, я зашел в один магазин. ну не будем рекламировать. Ну да, не будем. Ну, просто. магазин, я обалдел. Там ассортимент намного больше, чем вот у нас, допустим, в нашем городе. Но у вас город какой? Ну, у нас примерно? город примерно как Киреевск такой. То есть 30 тысяч примерно? Ну, да, где. Может, Больше, может чуть побольше. побольше, да. да. Ну, а так примерно так же. Но Ну, сравниваешь Тулу, то Тула-то областной центр. нет, Тула-то областной. Ну, у нас тоже в больших городах тоже там это получше, конечно, немножко. Это, ассортимент побольше, бутиков побольше, да. Но, и тем не менее, и здесь я вот захожу, вот здесь вот палаточки, такие вещи, хорошие вещи. Прям хоть в Киреевску за шмотками проезжай. То есть не так же мы плохо. Не, отлично, отлично. То есть- И обувь отлично. И обувь даже. Да все отлично. Но может быть у нас страна-производитель? Или у вас та же страна?
Я не знаю, я за шмотками, честно говоря, я не шмоточник. Просто вот то, что есть, вот я одеваю, я особо не гонюсь такими вещами. Это моя подруга, как говорится, она так это все наблюдает. Одевает. Да. Ну ей есть по работе нужно. Ну, ты по вкусу ей доверяешь. Так Конечно, скажем. да. Значит, прошло время, мы посмотрели, как говорится, со стороны, то, что мы на нашем сайте или в группе выкладываем Киреевск Лайв. То есть это все идет потихонечку. Мы когда живем, мы, как говорится, глаз замазолился или как-то. А ты прям вот приехал, прям резко. Да, я это живой прям. свежий глаз. Свежий. Просто я увидел разницу, как было тогда и как сейчас. У вас-то все это, как говорится, здесь каждый день видишь одно и то же, да, это вроде привыкаешь к этому. А я вот со свежим глазом приехал и вот так вот. Магазины. Ну а цены, вот сравнивая Германию, примерно, Россию, да, наш город, но он, скажем, как, не сильно богатый, грубо говоря. Ну цены что? Цены, во-первых, нельзя сравнивать зарплату, да, и, как говорится, отношения. Ну цены примерно такие же, как у нас. Примерно. Примерно, может быть там что-то. Да, примерно такие же, как у нас. Ну, на вещи я не смотрел, я не приценивался это, а вот я вот просто продукты посмотрел. Ну, конечно, дешевле, но некоторые вещи так это... То есть есть такие продукты, да. которых нет. Да. То есть у нас более натуральные или Ну, оформление Ну, как-то? нет, Юр, Или чисто русский? здесь все чисто русское, Вот понимаешь? у меня друзья в Германии живут. Они говорят, у них там постоянно этот, как уксус. Во все. Прям вот Да, уксус. да, ну много вещей с уксусом, да. Вот, сладковат такой привкус. Ну, это дело вкуса. Я, допустим, такие вещи не беру. А говорят допустим, там, вот друзья говорят, есть русские магазины. О, я только хотел Ну, сказать. вот. Я там отовариваюсь. В русских. В русских магазинах. То есть там русские именно... Да. Нам нельзя говорить об алкоголе. Ну, алкоголь там и такой все. же, заходишь, такой же иконостас стоит. Это то же самое, что и здесь. Зашел там. Я алкоголь в русских магазинах не беру. Я беру московскую водочку в немецких магазинах. Это реклама, мы ее закрываем. А так, колбаска, мясо, это все в русских магазинах. Русские. Да. Овощи. То есть Там колбаса, всё ну давай вот так вот. Я примерно не знаю, не был. Вот колбаса, она там сделана примерно. В Германии, слушай, Юр, в Германии много очень наших соотечественных открыли свои фирмы и делают все по русским рецептам. Все, та же сервелат московский, ленинградский, колбаса докторская, любительская, там, краковская, все. Насколько он русский, тогда продукт выходит. Он почти русский, потому что делается по русскому рецепту. А я думаю, свинина, она во всем мире свинина, правильно? Не, но свинина произведена примерно. Ну, вот этих тонкостей я не знаю. Просто Я ем, думал, и знаешь, мне как- вкусно. Нет, колбаса прям раз из Москвы. Нет. Там из Арсеньева. Ну Нет, так образом. нет. Молоко там сделано. Там только пиво из, по-моему, только из Украины все это в основном идет, вот этот алкоголь. Ну, из России тоже что-то идет. А даже недавно это дыни были из Узбекистана. Ну, Вот. Да, Так что вы- магазины богатые. дыня, а там же Испания. Испанские есть, но вот именно были То есть душистые наши узбекские дыни. запах другой. Конечно. Испания. Испания, берешь ее, она ничем не пашет. Конечно, когда разрежешь, она так, душок приятный, да? А узбекская дыня, она же, вот она лежит и уже пахнет. Зашел в магазин и чувствуешь, что... То есть сразу- она подписана на ценнике там откуда? Да, Страна пишут, да. производитель. Так что Не все так плохо. не все так Так плохо. плохо. Хотелось бы еще вот спросить. Вы, как говорится, ты музыкант. Да. Вот мы знаем Сергея, поющий гитары, наверное, да? Правильно я говорю? Поющий меридиан. Меридиан, поющий гитары. Поющий гитары это ленинградский был ансамбль. Да. Поющий меридиан, ну тогда алмазная игла, дискотека, как говорится, это Горький у нас был, во дворец у нас славился, как всегда, ансамблем. Поющий Вот, меридиан. да. Это
в составе. Я еще... Сашка Епифанов, Пашка Завдовьев, Сережка Дудка и я. Я помню, еще маленьким был, за дворцом, вот где у нас сейчас рынок Ракушка стоит. была. Ракушка была. Но там интересно было, очень интересно. И драки были, и сели. Там вот Время это- было вот такое вот. Я помню, Дудка, наверное, это Белфаст. Песню. Песню пели Белфаст. Белфаст, это Дудка. пела. Нет, спел Сашка ее. Саша. Ну мы, а у нас. Но она-то по нашим временам это чуть ли не это, такая вот, я не знаю, как, с чем сравнить. Ну, Я потом примерно на записях услышал эту песню Белфаст. Кто исполнял, как говорится, но для ансамбля так, на таком уровне исполнить песню, это тоже, наверное, ну, мы старались. старались, да? Да. Ну, как бы сейчас примерно у нас старается, поет на иностранных языках, это у нас, ты, наверное, видела, я клипы часто выставляю, Елизарова Татьяна. Ну, может, видел, да. Ну, она там и Сикеч, и арабскую песню, очень популярна в Ютубе. Ну вот, музыка. Я знаю, что ты был во дворце. ДК. Ну, Юр, мы же тогда все в лайв играли, все вживую играли. Вживую. У нас не было ни ни минусовок, как говорится, ничего. Мы Ну, все вживую. попал ты на концерт вот, во дворце, там несколько я просто не снимаю их. Попал на концерт? Нет. То есть и не видел на Нет, я концерт, не видел. то есть вживую. То, Нет, что- вживую я не видел. Только в записи то, что я Да, показывал. то, что в записи, да. Сравнить нечем. Ну, как? Я так кое-что смотрел. Ну, нормально. Но опять же, это все, это не то. Вот когда все лайв, вживую, музыка живая, это совсем другое. Ну, я хочу возразить. Вот у нас День города был в августе. Я показывал, Шелла группа выступала. Ни о чем не говорит. Как? То есть не видел ты? Нет. Да. Значит, это мой минус. Если я так это... Я видел, вот ты выставлял «Ливень», по-моему, Нет, Ливень я уже не снимаю 2 года. не снимаешь. Ну. Значит, это старенький был. А больше я, по-моему, ничего не Ну, это рок. Вот последний это Шелла. Но это сейчас после этого интервью я тебе покажу, это, как они поют. Ну, в принципе. Я сравниваю, наверное, со старыми, с Епифановым, Сашей. С тобой сравниваю, с Дудкой, Иваном Глинским. Когда они в РДК пели, у них там группа, Юрка Махринов. Ну, там были такие вещи, может быть, тогда у нас видео не было, чтобы записать и это посмотреть. То есть, сейчас же только минусовки идут. Да, только минусы. То есть подобрали минусовку, голос свой на эквалайзере почистили и погнали. Так Да, выходит. да, все так. Сейчас очень просто. Сейчас один человек играет свадьбу. Все. Нет, почему 2? Ну, Тамада. Да, тамада и, как говорится, музыкант. Все есть в лэптопе, Светомузыка, клавиша, дискотечная, музыка, да, и все. Достаточно. Уже, Голос уже подобрал. да, уже теперь- денежки делить ни с кем не надо. Уже, как Нет, говорится, ну у нас на двоих, закон на приняли двоих, теперь да. с 1 января-то. Это что? Да, Сережа. Очень приятно, что нашел время, пришел к нам, ко мне, например, в гости домой. Потому что мы хотели с тобой снимать на улице, но у На нас улице минус морозец, 10. да, Минус 10, мы не стали ни тебя морозить, ни аппаратуру тем более. Что бы ты сказал киреевчанам? Пожалуйста. Ну что, дорогие киреевчане, я еще приеду с удовольствием в Киреевск, в мой родной Киреевск. Мне очень понравилось здесь, очень. Это я от чистого сердца говорю. Вот так вот. Мы приносим радость. Киреевск лайв.